Курс длинный, и мы в нем будем последовательно, лекция за лекцией, разбирать метрики, которыми можно измерить качество программного продукта. В основном речь пойдет о качестве кода. Мы не будем обращать внимание на так называемое функциональное качество или на, я даже не знаю, как правильно его назвать, на качество продукта, оцениваемого потребителем. На этом курсе мы фокусируемся на внутреннем качестве. Мы пытаемся сделать продукт лучше для программиста. Если программисту будет удобнее работать с продуктом, если ему будет комфортнее, то на выходе мы получим, ну, предполагаем так, мы получим более качественный продукт и для пользователя тоже. Буквально недавно был чемпионат по ICPC, или не по спортивному программированию ICPC. Наверняка кто-то из вас слышал, может быть, какие-то ваши знакомые участвовали. Есть такая в целом направление в компьютер-сайенс — спортивное программирование. Когда программисту ставится задача алгоритмическая, обычная или всегда алгоритмическая, и он должен написать программный продукт, обычно небольшого размера, там, ну, десятки строк кода, это не тысячи строк кода, а десятки, иногда, может быть, сотни, но не больше. И этим небольшим объемом кода решить задачу по какому-то управлению каким-то небольшим объемом данных. На вход поступает какой-то массив, из этого массива нужно выбрать какие-то элементы, потом их каким-то образом переставить и найти какой-то минимум, найти какой-то максимум, и на выходе выдать тоже какие-то цифры или какой-то массив. И в этом программисты преуспевают, и преуспевающие в этом программисты, кто умеет решать такие задачки быстро, они считаются чемпионами программирования. Меня это не устраивает. Мне кажется, что это такой подход к программированию, и только такой однобокий подход к программированию, когда мы только таких программистов считаем чемпионами и празднуем их победы, при этом не обращая внимания на программистов другого толка. Программистов, которые умеют не алгоритмическую задачу решить на коротком интервале времени, и совершенно не думая потом, что с этим программным кодом будет на выходе, какого он будет потом качества, кто его будет читать, смогут ли его прочитать, понравится ли он кому-то. А другие программисты, которые пишут так, чтобы, может быть, это был бы не самый эффективный код, может быть, он бы работал не так быстро, как код, который написали программисты первой группы, но зато этот код был бы удобен для чтения, был бы, не требовал бы переписывания заново, когда в команду приходит новый программист и просто не понимает, как работает этот алгоритм. Ему приходится его переписывать, потому что тот программист, который его писал, он уже больше не в команде. Как говорит эта цитата, которой уже много лет, сколько, 40 лет, э, один из самых важных скиллов — это способность читать программы. Программист читает программы зачастую больше времени, чем он их пишет. И вам нужно... И количество строк кода, которые мы сегодня разбираем, это один из ключевых критериев читабельности программы. Еще одна цитата, старая очень статья, поэтому я даже не нашел фотографию автора. Э, Он говорит, что, опять же про чтение, опять же про то, что то, как мы читаем программы, нам важнее, чем то, как мы их пишем. И он говорит, что основная роль исходного кода — он не компилируемый кусок чего-то, который мы скомпилируем, и вот тот бинарный продукт, который мы получим, он и является нашей целью. Нет. Он говорит, что это human readable statement of the intent in mechanism of the program. Statement of the intent. И вот они говорят, не только этот автор, многие говорят, что нам нужно таким образом научиться программировать, чтобы этот intent, то есть это намерение, которое мы закладываем в эту программу, оно бы читалось человеком. Компьютер его прочитает, компилятор его поймет. Это, безусловно, тоже важная цель. Но чтение человеком является куда более важным ну, качеством. А сейчас, в эру искусственного интеллекта, появляется еще один читатель нашего кода. Это искусственный интеллект, который может на наш код тоже посмотреть и о нем тоже сделать какие-то выводы. Я думаю, что в перспективе программирование перейдет в формат объяснения компьютеру
проблем с программным кодом. Я не верю в то, что мы попадем во времена, когда мы код писать не будем. Мы будем только на английском языке компьютеру рассказывать о том, что код должен быть делать, должен будет делать. Я думаю, что этого не случится просто потому, что во многих вопросах программный код, он более удобный для выражения мыслей программиста. В нем легче представить структуру мыслительную. В нем легче представить циклы, ветвления, процедуры, абстракции, инкапсуляцию, наследование. Все эти парадигмы программирования, они удобнее формулируются в программном коде, а не на английском языке. Это останется. Но очень часто, все чаще и чаще мы будем использовать искусственный интеллект для предложения нам вариантов по реформулированию или реформатированию, или просто форматированию и генерированию программного кода. Мы будем идти в какой-нибудь условный чат GPT, и там на английском языке или английском, совмещенном с Java, например, объяснять, что мы хотим. И нам в ответ будет приходить тоже какой-то английский, совмещенный с Java, какие-то респонсы будут возвращаться из этого искусственного интеллекта. Вот это умение формулировать свою проблему, оно придет оттуда же, из умения писать читаемый код. Если вы научитесь писать код не для себя, а для читателя, то вам будет легче формулировать проблему для чат GPT. В целом о метриках для программного кода. Сказано, что недостаточно говорить о своем продукте как о качественном, как о хорошем, как о успешном. Вы должны его уметь измерять. У вас должны быть measurable evidence. У вас должны быть цифры. У каждого программиста должны быть цифры, характеризующие его работу, его продуктивность, его качество, его успешность, его прогресс. Каждый день вы должны себя измерять. Можно долго спорить о том, важно ли это, нужны ли эти строчки кода, зачем их вообще измерять, какой в нем смысл. Это отдельный вопрос. Но совсем не быть в курсе того, какого размера ваш проект, ну, это говорит просто о том, что эти люди не профессионалы. Все хотят более высокое качество кода, но никто точно не знает, как его измерить. Это действительно так. Мы в целом говорим о качестве кода, и измерять его, ну, в общем-то, не очень умеем. И поэтому нет одной какой-то метрики единой, которая бы сказала бы однозначно, что у этого кода такое-то качество. Мы должны это понимать. Одной метрики нет, и несмотря на попытки, которые были сделаны много раз, такую метрику ввести, ни одна из этих метрик не прижилась, потому что, ну, думаю, в основном потому, что никому это не нужно, по большому счету. Никто такой метрикой не озадачивается серьезно из тех людей, которые деньги платят. Их мало интересует, какое там качество кода у этих программистов. Их интересует выходной продукт, выходное качество продукта. Если в этом продукте нет ошибок и в нем хорошо работает клиент, юзер, то значит и качество хорошее. А то, что при этом качество плохое, как зачастую бывает, это их мало интересует. И поэтому, видимо, скорее всего, именно поэтому мы не имеем единой метрики. Поэтому не ждем от этого курса какой-то цифры в конце, которые бы вам, или метрики, или формулы, по которой вы могли бы измерить свой продукт. Вы просто будете знать, что существует много разных взглядов на качество кода слева, справа. Если вы все эти взгляды, все эти подходы будете ознакомлены с ними, то вы в итоге просто станете лучше программировать. Автор Фредерик Брукс говорит о том, что программист зависит от программ, написанных другими людьми. То, с чего мы начали, помните? Я пишу, вы читаете. Программист, когда он программирует, он зависит от того, что написали другие программисты. И то, что они написали, как он говорит, очень часто mal-designed, poorly implemented, incompletely delivered and poorly documented. Короче, это mess. Мы имеем дело с глобальным хаосом. Ну, надо понимать, что мы движемся вперед стремительно.
И движение это очень быстро. Если посмотреть, какое количество продуктов мы создали за последние 30 лет или 40 лет, ну, это огромное количество строк кода, написанные человечеством. И мы продолжаем их писать, мы не останавливаемся. У нас нет времени остановиться и сделать детальный рефакторинг, улучшить то, что мы написали, привести это все в стабильное состояние. У людей нет на это ни времени, ни мотивации. Людям хочется, особенно программистам, особенно тем, у кого есть голова на плечах, кому хочется делать что-то новое, им хочется двигаться вперед. И они не хотят разворачиваться назад и садиться за рефакторинг Google Chrome. Они хотят заниматься чат GPT. А после чат GPT они хотят строить роботов. А после роботов они хотят строить интерфейс, искусственный интеллект пятого поколения. Возвращаться назад в то, что было сделано 20 лет назад, им не хочется. Поэтому нам нужно делать так, чтобы мы, когда двигались вперед, когда мы писали новый код, мы сразу его писали так, как нужно. У нас не будет возможности вернуться назад. Мы не сможем то, что сделано, улучшать. Мы можем только сразу делать правильно. И вот это делать правильно, это и есть качество программиста, которым вы должны обладать. Следующая мысль, ну, я уже, наверное, ее сказал, код maintainability. Вот это ключевое слово, на которое стоит опереться. Maintainability, поддерживаемость. Как его можно измерить? Вот как оценить maintainability кода? Самый простой способ – это оценить время, которое требуется программисту на внесение любого изменения в ваш код. Я специально говорю любого, потому что стоит измерять именно некое случайное или среднее изменение. Вместо того, чтобы минимизировать количество строк кода, лучше минимизировать время, необходимое для понимания этих строк кода. То есть ставится в некую конфронтацию две метрики. С одной стороны количество строк кода, с другой стороны время, требуемое для прочтения. Что они имеют в виду? Имеется в виду, что если вы будете делать ваш код суперкомпактным, писать в 3 строчках то, что можно написать в 5, ну, например, вы будете делать так. X равняется А больше 3, вопросительный знак, 4, двоеточие, 0. Вот такое вот выражение, наверняка вы понимаете, что оно значит. Это так называемый Elvis оператор. Если А больше 3, то X будет приравнен к 4. Если же А меньше либо равно 3, то X будет равен 0. Эту же строчку одну можно записать как если А больше 3, открыть фигурную скобку, если это C, C++, Java, и здесь написать x равняется 4. А здесь написать else, а здесь написать x равняется 0. И закрыть фигурную скобку. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5 строчек кода. А это только одна строчка кода. Какой код более читаемый? Ну вот на ваше субъективное мнение. Эти ребята, о которых мы сейчас говорим, об этой книге, они говорят о том, что ваше желание скомпоновать весь код в меньшее количество строк может войти в противоречие с его читабельностью. А читабельность – это более важная метрика. Некоторые программисты, это моя цитата, никого не цитирую, это моя мысль, некоторые программисты по ошибке чувствуют себя экспертами, когда их код суперсложный. Они чувствуют гордость за свой код, когда он написан так, что никто там разобраться не может. Я с этим сталкивался много раз за свою жизнь, множество раз. Подходишь к программисту, показываешь ему на его код и говоришь: слушай, ну, плохо написано, мы ничего не можем здесь понять. 200 строк кода, какой-то сложный алгоритм, if, then, else, while, loop, какие-то циклы, какие-то переходы. Это непонятно. И он в ответ, вместо того, чтобы сказать: ребята, мне так стыдно, я сейчас перепишу, он усмехается, надувается, гордо распрямляет плечи и говорит: ну да, это сложный код, да, это сложный алгоритм. Ему кажется, что он прекрасный эксперт, потому что он смог такую вот эту кашу написать, осилить, разобраться и выложить ее в проект. Вы так мыслить не должны. Это глубокое заблуждение. Чем сложнее ваш код, тем вы хуже программист. Хороший программист умеет сложные задачи решать простым кодом. Простым с низкой сложностью. Кодом, который понятен и новичку.
Сложность – это дефект. Сложность вашего кода – это дефект, это проблема, это ваша проблема. Вы ее создали, вам ее и разгребать. Ни в коем случае не гордитесь этим. И если вы видите людей, которые гордятся этим, то вы должны понимать, на каком уровне развития, как программисты, они находятся. Если мы представим всю программу в виде control flow графа, кто-то, может быть, знает, что это такое, control flow graph. Ну, вот то, что на картинке у вас, это и есть то, что вы видите, это называется control flow graph. То есть каждый узел этого графа – это инструкция. И каждое ребро этого графа – это переход компьютера к следующей инструкции. Вот, например, инструкция номер 2 – это if. Вот она на графе. После нее компьютер может пойти либо в этом направлении, либо в этом направлении. Ну, поскольку это if. Ветвление, мы можем пойти влево, можем пойти вправо. Итак, нарисован весь алгоритм. Вы можете любой свой алгоритм представить в виде control flow графа, CFG так называемого, где узлы будут командами или операторами, а стрелочки будут означать, э, будут означать переходы. Дальше мы пытаемся посчитать complexity. E – это количество ребер на графе, а N – это количество узлов на графе. Nodes. Edges and nodes. Давайте посчитаем complexity этой программы, которая, посмотрите, что она делает, что-то несложное. Считаем количество ребер. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте скажите мне, чему будет си равно. Вам задачку задам, чтобы я не считал. А вы мне скажите, чему в этом графе равняется си. Да, цифра у меня тоже получилась, цифра 3. Вот, как я посчитал? Я посчитал все узлы, все кружочки я считаю как n, все, включая первый и последний. И все ребра считаю те, которые я вижу. Получается цифра. Есть методики, которые предлагают исключать первый узел или исключать последний. Первых исключать я не уверен, но просто последних... Нет, первый как раз можно исключать, да, а вот последний исключать, наверное, не стоит, потому что последних может быть несколько. То есть он может после этого прийти еще куда-то вот сюда, например. Хотя это, мне кажется, неправильно, потому что мы же должны все сойтись в одну точку, да? То есть если мы завершаем выполнение, то мы завершаем в одной точке. Хотя, как посмотреть, если, допустим, из этой точки происходит ретурн, возврат, то ну, можно это увидеть как вот так, а можно это увидеть как вот так. То есть он либо вышел в отдельный exit point, либо выход в общий для всех exit point. Как угодно вы считаете, это не суть важно. Эту cyclomatic complexity можно посчитать по-разному. Но основную идею она передает в любом случае. Это действительно количество разных путей, по которым может пройти программа. И чем этих путей больше, тем программа сложнее. Чем длиннее методы, тем выше у них, как оказывается, complexity. Этот вывод сделан был давно, и на нем многое теперь держится в ну вот в таких вот работах, которые пытаются найти, вывести формулу счастья, вывести формулу качественного кода. Например, здесь можно отсюда вполне вывести формулу: чем короче вы пишете, тем короче ваши методы, тем у вас будет ниже комплексити. Вы можете найти тонну, большое количество литературы такого, как сказать, ну, бульварного толка, что ли, ненаучной, такой, типа моего блога, где люди просто пишут: ребята, давайте писать более короткие методы, потому что это здорово. Давайте делать классы, которые поменьше. Это же так классно, у вас будет высокое качество. Но это все не наука, это все фольклор. Это просто субъективное мнение каких-то программистов. А здесь, в этой статье, получается, нас уже подводят некая доказательная медицина получается. Нам говорят: смотрите, вот мы взяли миллион, я не знаю, сколько они взяли, миллион или 100 тысяч, или какое-то количество, мы посмотрели, и оказывается, что чем они крупнее, эти методы и классы, тем у них выше комплексити. А то, что комплексити это плохо, мы уже эту аксиому знаем. С этим мы не спорим. Мы согласились, что высокая комплексити это зло. С этим это действительно аксиома. А дальше вопрос: ну окей, а что же дальше? И вот первый интересный вывод. И отсюда можно вполне себе танцевать и говорить, что пишем короче, пишем меньше. Меньше строк, всем лучше от этого. Ненаписанный комментарий – это лучший комментарий.
Если вам не нужно документировать и комментировать ваш код, то это значит, что ваш код хороший. Если же у вас постоянно возникает потребность в том, чтобы внутри кода написать какой-то комментарий и, более того, прикрепить комментарий к строке кода, то это большое зло. Вы не должны в идеале вообще комментировать свои строчки кода. Вы должны только писать вводную документацию для вашего класса или для вашего метода. У нас будет отдельная лекция еще по комментариям. Это целый отдельный ресерч, где люди тоже исследуют всякие зависимости и показывают, какие комментарии хорошие, какие комментарии вредят. Так вот, все сходятся во мнении, что комментарии, которые вы внутри метода вставляете, это явный признак некачественного кода. Метод должен быть понятен без комментариев. Сам автор метрики, сам Томас МакКейб, он предложил такие цифры. Он предложил так. Он сказал, что если у вас complexity от 1 до 10, то это все в порядке. Если у вас от 11 до 20 средний риск и 21,50 высокий риск, ну и свыше 50 очень высокий риск. Риск чего? Риск того, что вас не поймут, того, что у вас будут баги, того, что у вас все будет плохо. Представить себе комплексити 50 плюс, я не сталкивался с такой комплексити в своей практике. В моем коде. Такого я не видел, я не могу себе представить, как можно написать метод один, в котором 50 разных путей, по которому пройдет программа. 50. Это действительно, это плохо. Существуют такие статические анализаторы сейчас, которые вам этот контроль обеспечат автоматически. То есть вы пишете свой код и в сборку, которая у вас должна быть, автоматическая сборка, добавляете еще один шаг, который контролирует комплексити всех ваших методов. Проходится анализатор по всем методам в вашей программе, и если находит хоть один метод, в котором комплексити выше, чем, например, 10, то он не дает вам собрать проект. Такой жесткий контроль устанавливает. Код тогда testable, когда к нему легко написать юнит-тест, легко написать интеграционный тест. Именно легко. Потому большинство программных продуктов, большинство кодовых баз очень плохо себя ведут при попытке протестировать их. В них очень много так называемых hardwired, не знаю, как это по-русски правильно, очень много жестких скрепок внутри. Когда одна зависимость, один класс зависит от другого, тот класс зависит от третьего, и для того, чтобы протестировать этот класс, нужно протестировать их все вместе только так. А все вместе протестировать нельзя, потому что они зависят от очень большого количества внешних обстоятельств. Этот класс что-то берет из сети, этот класс что-то из базы данных, этот класс вообще считает, что пользователь уже залогинен, и много каких-то данных от этого пользователя уже пришло. И вот вся эта комбинация классов, она тяжело тестируема. То есть трудно создать автоматизированный тест. Так вот, тестабилити – это именно о способности быстро написать тест к модулю. И многим кажется, что это то ли не важно, то ли это и так наш модуль очень тестабл. Но вы посмотрите, сколько у вас тестов. Посмотрите, как быстро они работают. Каждый юнит-тест должен работать за миллисекунды. Дальше в 2003 году была предложена метрика для оценки этой самой complexity. Предложили new measure, видите, new measure of software complexity. Они представили в своей статье. Сейчас я вам покажу, как они предложили считать эту самую cognitive complexity, psychological complexity, психологическую сложность of software as a human intelligence artifact. Вот с этой стороны посмотреть на сложность. Насколько психологически тяжело будет работать с этим продуктом. А этих людей интересует попытаться смоделировать сложность, которую испытает человек, читая ваш код. И вот смотрите, как они это сделали. Это картинка из их статьи, 2003 год, 20 лет назад. Картинка не полная, это только начало, у них длиннее таблица, но я вырезал верхушку, нам этого достаточно. Что они предлагают? Вспомните, как мы считали cyclomatic complexity. У нас был какой-то control flow graph, в котором были какие-то ноды, в котором эти ноды как-то между собой были связаны.
например, как-то так, есть какой-нибудь выход, есть какой-нибудь еще выход, ну, например, такой control flow graph. И нас интересовало только их количество. Они же говорят, а давайте мы на каждый узел повесим еще и вес. То есть, если это sequence, то вес будет единичка. Если это бранчинг, из этого узла мы переходим в два направления, первое и второе, то вес у него будет двойка. Если это кейс 1, 2, 3, то вес мы ему поставим тройку, причем вне зависимости от количества этих стрелочек вниз. Если это iteration, мы обсуждали с вами цикл, помните, я вам рисовал, как цикл выглядит. Вот у них такой же цикл нарисован. Тогда мы поставим троечку и так далее. То есть мы не просто посчитаем cyclomatic complexity, а мы сделаем ее более взвешенной. И таким образом попытаемся как будто бы смоделировать, что делает наш мозг, когда он читает этот код. Потому что действительно, одно дело мы имеем последовательность, допустим, команд print, 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 print. Это будет последовательно идущие узлы. А другое дело, если мы имеем ветвление. Ветвление добавляет не в случае cyclomatic complexity и ветвление, и команда print добавляют единицу в общее количество узлов. А они предлагают усиливать вес узла, если он какой-то определенный. Не высшая математика, не rocket science, вроде бы все понятно, но, тем не менее, это была идея в тот момент новая, и они, каждый блок, с которым они имеют дело, они его называют BCS, Basic Control Structure. SonarQube, а именно Энн Кэмпбелл, сотрудница SonarQube, опубликовала достаточно простую, несколько страничную статью, в которой предложила свое видение той же метрики. Тоже название Cognitive Complexity, но по-другому. Давайте посмотрим, как она работает. За основу взяли Cyclomatic Complexity. Вернулись к истокам. Посмотрите, как именно. В левом примере у нас Cyclomatic Complexity. Смотрим на код. Он считает сумму prime numbers. Cyclomatic Complexity будет в этом случае равен 4 для этого блока кода, который достаточно сложный. Но Cyclomatic Complexity нам даст единичку за вход, единичку за ветвление, единичку за это, и получится в итоге 4. Это скриншот из ее статьи. И справа другой код, который куда более проще, куда более простой. Посмотрите, что он делает. Он просто цифру конвертирует в строчку. Если там цифра 1, то он вернет one. Если там цифра 2, он вернет a couple. Если 3, то a few, а в других случаях lots. И в итоге мы получим тот же cyclomatic complexity. Очевидно, что ментальные затраты, которые нас ждут при чтении кода слева, они значительно выше, чем кода справа. Ну, код справа я мгновенно понял, что он делает, и я вам могу его объяснить. Код слева, мне придется подумать, и вам тоже наверняка. Вы так навскидку не объясните мне, что он делает быстро. Вам придется вчитаться. Причем, посмотрите, здесь continue идет на цикл верхнего уровня. Ссылка, лейбл стоит на верхнего уровня цикле. Нетривиальный алгоритм. А Cyclomatic тот же. И об этом и речь. Вот цитата из ее статьи. Математическая модель, которая стоит за Cyclomatic Complexity, дает этим двум методам одинаковый вес. Хотя интуитивно очевидно, что левый пример куда более сложный, чем правый. Что предлагается авторам? Предлагается давать разные веса разным узлам. Мы уже эту идею слышали, но в той идее 2003 года не было в основе Cyclomatic Complexity. Здесь же получилось, что взяли Cyclomatic Complexity, тот же механизм расчета всего, но теперь узлы у нас стоят не по единичке, а по-разному. Но формула та же, количество этих узлов минус количество эджей и плюс 2. Или там наоборот, или там эджи минус узлы.
в детали не вдаемся. Суть в том, что нам на каждый узел теперь дают разную цифру. И получается, что у нас здесь Cyclomatic Complexity 7, а здесь они вообще не дают этим кейсам ничего, а дают единичку всему кейсу целиком. И получается Cyclomatic Complexity единичка. Не Cyclomatic, а Cognitive Complexity. И называют они это Cognitive Complexity. Как это считается конкретно, не принципиально. У нас нет задачи стать экспертами в формуле Cognitive Complexity от фирмы SonarCube. Такой задачи не ставится. Нам нужно понять принцип. Принцип в том, что получается несбалансированный расчет. Если Cyclomatic Complexity был сбалансированный, то эта штука не сбалансированная. Она делает уклон на практики, которые считаются более вредными. Допустим, вложенные циклы, вложенные переходы, континью, вот такой сложный. Я так понимаю, что они не просто даже узлам делают, не просто потому, что на узле находится цикл, а еще и во многом зависит от сути того, что там происходит. Если вы напишете, да, сложность зависит от вложенности, да, вы правы, правильный комментарий. То есть эти цифры выставляются не потому, что это цикл, а потому, что он глубоко вложен. То есть посмотрите, здесь у нас для if поставили тройку, для условия поставили тройку, потому что он находится глубже внутри двух циклов. И его весовой коэффициент увеличился. Ко мне очень часто приходят люди, частенько я слышу такие вопросы от программистов, которые хотят качественное программирование, хотят свою команду исправить и спрашивают, что делать, если я предлагаю своей команде писать код по-другому, писать его лучше, а команда злится и меня только изгоняет. Меня воспринимает в штыки и видит во мне только тормоза прогресс. Потому что я предлагаю медленнее программировать, я предлагаю переписать то, что плохо написано. Я предлагаю не мерджить этот pull request, я предлагаю подумать еще раз и исправить код. И, конечно, это многих возмущает. И более того, если я еще и при этом говорю, что так правильно, а то, что вы сделали, это неправильно. Что мне делать? Я всегда советую одно и то же. Не пытайтесь доказать команде свою правоту. У вас не получится. Не будьте источником истины. Вы должны создать для команды врага. Аккуратно, технично, желательно без подписи, кто его создал. И это могут быть плагины для Continuous Integration. Еще в 1994 году было сказано, причем не просто сказано, а доказано или показано, что найти общую формулу для измерения software complexity невозможно. Это вполне себе такой контрдовод. Если ваша команда будет с вами спорить, то они могут вот этот вот довод использовать и сказать вам, что ваша метрика, она не, в общем, неадекватна. По вашей логике у данного плагина настолько нет шансов для доказательства, что нельзя заручиться поддержкой ни снизу, ни сверху. Значит, у данного плагина не должно быть права на существование в данной команде. Или у данной команды не должно быть права на существование. Раз они такие бестолковые, что считают, что этот плагин не имеет смысла. Может быть, так переформулировать? Почему команда права, а тот здравый смысл, который мы только что сформулировали, не прав? И в большинстве случаев команды будут неправы. В большинстве случаев, если бы программисты были умные, богатые и счастливые, если бы программисты были аккуратные, внимательные и тщательные, так этой бы лекции не было. Не было бы этого курса. Мы же зачем имеем этот курс? Потому что проблема повсеместная. Программисты безграмотные, программисты неаккуратные, небрежные. Программистам наплевать на то, что они программируют. И, конечно, если собрать 10 таких программистов в комнате и спросить: ребята, вы как? Хотите, посадите 5 алкоголиков и спросите: ребята, давайте не будем пить. Они скажут: нет, пить мы будем. И вы скажете: раз они хотят пить, так, конечно, лозунг «бросай пить» не имеет права на существование. Право-то команда же права, ведь команда же не... А может быть, команда не права, может быть, надо алкоголизм лечить, может быть, надо у них забрать алкоголь.
даже через силу, даже через их сопротивление. Пускай даже советы могут быть, может быть, даже вредные, может быть, даже я ошибусь, сказав, например, что эта метрика имеет смысл, и на нее нужно обращать внимание. Ошибочно так скажу. Вот заведомо, может быть, не заведомо, но неосознанно заведу вас, как будто бы подтолкну вас в не в том направлении и скажу: ребята, смотрите на эту метрику. Вот будете рулить по этому компасу и выплывете на священную землю. И вы начнете рулить по этой метрике. Ну и куда-то не туда выплывете. Это, в моем понимании, лучше, чем если я вам скажу: да нет никакого компаса, нет никакой священной земли, нет silver bullet, как в известной книге Фреда Брукса написано. No silver bullet. То есть нет серебряной пули, это серебряная пуля, это которой этих вампиров убивают. Такая вот единственная пуля, ее зарядил, выстрелил, и бах, вампира нет. Вот нет такой пули. И это вот посыл старшего товарища младшему поколению. Ребята, пули нет. Вот делайте как хотите, живите как хотите с этим знанием. Нет пули. Я вот прошел путь, это он нам сообщает, я прошел путь, 30 лет программировал, или сколько он программировал, и в конце мой вывод: пули нет. Но я как-то чего-то напрограммировал. Я как-то эти 30 лет там прожил, деньги заработал, кому-то какие-то проекты сделал. Но вам не скажу про серебряную пулю. Скорее всего, так. Она-то есть, наверное, где-то в его понимании. У каждого она своя. Может быть, так правильно сказать. Но говорить, что совсем пули нет, ну это... Я не согласен с такой философией. Мне кажется, она только разрушает индустрию. Она только вносит дополнительное состояние тревожности, хаоса и какой-то безнадеги. Потому что ни делай, все равно все зависит от удачи. И как эту удачу контролировать, и кто ее может контролировать, мы не знаем. Что беда в том, что мы не хотим в этих правилах разбираться. Мы пытаемся отказаться от изучения правил. Это такой сейчас тренд в мире, в индустрии уже последние лет 20, наверное. С появлением Agile это произошло. Вот когда Agile появился, то была закреплена идея и стала популяризироваться о том, что правил нет. Что вместо того, чтобы искать правила, их разрабатывать, утверждать, институциализировать и закреплять, и убеждать программистов в том, что нужно играть по правилам, мы просто признаем то, что правил нет и быть не может, и это замечательно. Так сказал нам Agile. Так сказали нам создатели Agile. Они сказали: правил нет, не будет, и не ищите их. И те, кто ищут правила, те, кто пытается разобраться, почему вода кипит при 100 градусах, это еретик. Это тот, кто идет против воли вот этой вот секты Agile. Тот, кто пытается показать, что Земля круглая. Она не круглая, она неизвестно какая. И не будем изучать этот вопрос. Она не круглая, не квадратная, не плоская. Она дана нам свыше. Все. И все, что пытаемся мы, и когда мы пытаемся открыть глаза и сказать: ребята, да этот программист, он так пишет свой код, потому что у него вот такие-то входные данные. А этот программист будет писать по-другому, если ему, например, дать ему больше денег. Каждый день, например. А у этого забрать, например. Вот такими инструментами мы можем заставить программистов действовать иначе. Agile нам сказал: нет, это ересь, это абсолютно, это враг. Тот, кто говорит так, это враг программиста, и с ним отдельный разговор. Правильная философия, так сказать, утвержденная, она звучит так: правил нет, быть и не может. Все мы совершенно индивидуальные какие-то магические существа, наши мозги не поддаются никакому контролю и управлению, и мы будем, в общем, будем вот программировать как получится. Да, конечно, communication должен быть налажен, информация должна свободно циркулировать. Но это вишенка на торте. Когда торт уже приготовлен, да, на него хорошо бы поставить вишенку. Ну и без вишенки все будет хорошо, если он правильно приготовлен. Если у нас информация существует, если у нас контроль за тем, что мы делаем, налажен. Если у нас есть механизмы
проверки работы программистов, тогда ими коммуницировать особо не нужно, если каждый из них имеет строгие инструменты валидации его результата. Ему не нужно разговаривать с другим соседним программистом, потому что то, что он делает, валидируется роботами, инструментами, метриками. Все строго, все держится под контролем. Ну, можно иногда подойти раз в неделю к соседу-программисту за столом и спросить у него, как съездил на рыбалку. Это, безусловно, поможет сделать жизнь немножко более веселой и приятной. Но подходить к нему и спрашивать, зачем ты написал в этом классе вот так-то, ведь я же тебе говорил, так делать нельзя, ведь сколько раз мы это обсуждали. Может быть, проще повесить перед столом у него метрики, по которым он будет работать. И тогда он не сделает таких ошибок в этом классе, и вы не сделаете, и вы ходить к нему не будете, спрашивать, зачем ты так написал. Потому что он знает, как писать нужно. У него есть 15 метрик перед носом висит. И они не просто там висят, а есть инструментарий, который контролирует каждый его pull request. И если он где-то нарушает эти все правила дизайна, эти все метрики, хотя бы одну из них, то его бьет по рукам инструмент, а не сосед по столу. И он исправляется. И все, у вас метрики, у него метрики. И все ваши коммуникации только про то, как кто провел выходные. Но вы не коммуницируете на тему, как программировать, потому что это все действует, у вас есть законы, по которым вы программируете. Понимаете? У вас есть правила, по которым вы живете. Эти правила продуманы, они строгие, они утверждены, разработаны. И чем они строже, чем они точнее, тем ваше программирование становится более интересным, более эффективным, более расслабленным. Вы движетесь вперед быстрее. Вы пишете больше, у вас больше производительность. Вы пишете сотни или тысячи строк кода в день вы сможете написать. Потому что вам не нужно тратить время на эту изматывающую и изнуряющую бестолковую коммуникацию с соседом по столу или с командой программистов, где каждый тянет в свою сторону, у каждого свое мнение, каждый что-то хочет сказать про правильный дизайн, каждый сам себе на уме, у каждого какая-то в голове болячка относительно того, как правильно, как неправильно. И вы должны весь этот шум информационный потреблять, делая вид, что это и есть командная работа. Но это не командная работа, это командный хаос. Предложено было Морис Хальстед, так его зовут. Это было достаточно давно, как вы видите, много лет назад. Он написал книгу, это книга даже не книга, это такое что-то не очень объемное сочинение. Его идея была в том, что называется она Elements of Software Science. Только предложена была идея Software Science, софтверная наука. Ну, в те времена это вполне себе некую новизну в себе имело. И он сказал, что, в принципе, то, что я вам сейчас говорил, он говорит, что любая попытка найти универсальный набор метрик, она будет unfruitful, то есть, толку от нее не будет. Если не сказать сложный, то, в общем, неэффективный. Но без универсальной, измеряемой, параметризированной, измеряемых measurable параметров, we would be in the position of trying to develop the science of thermodynamics before the advent of the temperature scale. То есть, если у нас не будет механизма оценки того, что мы делаем, измерения того, что мы делаем, то это будет сравнимо с тем, как если бы мы пытались изобрести законы открыть законы термодинамики, не зная, что такое температура. То есть нам нужно сначала научиться измерять, а потом пытаться дальше какие-то законы открывать. Мы с ним тут категорически согласны. И посмотрим, что он предложил. Он предложил посмотреть на любую программу через призму 4 тех самых параметров. Количество операторов, количество операндов. Количество уникальных операторов, количество уникальных операндов. Например, вот наша программа. Например, я напишу А равняется 4 плюс 4. Вот это операнды. Это операторы. У нас есть оператор равно и оператор плюс. Значит, всего у нас операторов 2. Сколько у нас операндов? Вот это у нас операнд. У нас всего 3 операнда. Сколько у нас distinct, то есть уникальных операторов? У нас плюс и равно, то есть 2 уникальных оператора. Сколько у нас операндов уникальных? Тоже 2, потому что у нас А и четверка. Четверка повторяется. Вот наши цифры. 2, 2, 2, 3.
Easy, right? То есть мы можем любую программу, любой программный код разложить на вот такие 4 цифры. И дальше, используя эти 4 цифры, которые мы только что обсудили, можно посчитать две важные характеристики программы. Первая – это ее длина, и вторая – это так называемый словарь. Длина – это все вместе. Если у нас всего вот в нашей программе, как вы помните, 4 плюс 4, x равняется, то у нас всего раз, 2, 3, 4, 5, точка с запятой, 6. То есть у нас длина программы будет равна шестерке. Чем программа длиннее, чем длина будет больше. А vocabulary, он все-таки будет расти не так быстро, поскольку он будет включать в себя только уникальные эти, собственно, операторы и операнды. Ну и дальше такая формула предлагается, что можно длину, вот эту вот, предположить, исходя из только уникальных операндов и операторов. То есть если нам сказать, что у меня есть программа, и всего в этой программе участвует 50 уникальных операндов и 23 уникальных оператора. Как вы думаете, какой длины моя программа? Сколько в ней там, строк кода или сколько в ней всего этих операторов? Ну, в данном случае, сколько всего операторов и операндов, сколько всего... Вот уникальных у нас вот столько. Так вот, если подставить это все сюда, то мы получим, магическим образом, получим ее длину. Это так предположил наш автор в 1977 году. Насколько он прав, ну, обсуждать не будем, но сейчас важно не это. Не то, что он формулу вывел. Конечно, эта формула, это не формула кипения воды. Понятно, что это пальцем в небо, почти. Но важно, что есть зависимость между этими цифрами, между вот этим vocabulary и длиной. И эта зависимость какая-то логарифмическая, какая-то вот такая. Конечно, не точно такая, но эта зависимость есть. То есть у вас растет число, у вас vocabulary растет, и значит будет расти и размер программы. То есть чем больше чем больше объем, чем больше язык вы используете, чем больше у вас вариативности, тем вы длиннее пишете. Ну, вот такая информация. Я не знаю дальше, как ее практически применять, но можете подумать сами, к чему это может привести. Ну и дальше значительно позже, ну как значительно, несколько лет после этого оказалось, что это так. Провели некий статистический анализ какого-то объема программ и сделали вывод, уже другой автор, о том, что действительно размер программы, regardless of the metric used to measure size, это функция от vocabulary. То есть действительно, чем больше у вас в арсенале разных средств, чем больше вы используете функций, операторов, функций языка, синтаксических конструкций, тем длиннее у вас получится программа. То есть, возможно, отсюда я бы сделал вывод, что, может быть, было бы неплохо программистам давать поменьше арсенал. Или даже если он большой, например, вы берете язык, в котором много разных фич, например, Perl возьмите, в котором напичкано всякого барахла, ну, сверх нормы. Это язык, в котором очень много разного синтаксического сахара, и можно утонуть в нем. И, может быть, программист должен сам себя сдерживать от использования такого большого числа синтаксических конструкций. Ну и дальше они пошли. Вспомним, у нас все-таки есть длина, мы только что обсудили, то есть общее количество операторов и операндов. У нас есть vocabulary, то есть общее количество уникальных операторов и этих самых операндов. И есть volume. Volume – это вводится новая метрика. Volume – это некое, ну, скажем так, вот объем программы ваш. Вот если вы возьмете весь свой какой-нибудь проект, посчитаете в нем n и n, и вы потом одно на другое перемножите и возьмете логарифм из n, то вы получите какую-то цифру, которая говорит о том, какого у вас объема программы.
На другой программе вы посчитаете эти цифры по-другому, у вас получится другой объем. И если в одном случае объем, volume больше, а в другом меньше, то это предполагается, что действительно эта программа одна меньше, другая больше. Опять же, пальцем в небо, но мы увидим с вами, что исследования, я вам чуть позже их покажу позже, они показывают, что таки да, что таки зависимость есть. Если действительно считать эти операнды и операторы, смотреть на волюм, а потом посмотреть, сколько действительно времени ушло на создание каждой из этих программ, то мы увидим, что мы недалеки от правды. И сложность. Смотрите, сложность как рассчитывается. Берется n1, n1, помним, что это такое, это количество уникальных там операторов или операндов, не суть важно здесь, это операторов, одно делим на 2, другое делим на это, и получаем, не вникаем в формулу, это не так уж важно для нашего обсуждения, хотя вы можете попробовать эту конкретную формулу приложить к своим продуктам и посмотреть, вы получите difficulty, получите сложность, некая цифра будет, показывающая, как трудно написать эту программу. Помните, у нас был Cyclomatic Complexity, у нас был Cognitive Complexity, а здесь предлагается еще один Complexity или Difficulty, как автор называет ее, чтобы получить сложность. Ну и если умножить volume на D, это у нас, это вот здесь, D это Difficulty, и V это Volume. Если их перемножить между собой, получится некий Effort. То есть какое количество усилий нужно было приложить, человеческих, чтобы написать эту программу. Ну вот, дальше можно играть с этими цифрами. Дальше тоже в этом же направлении, об этой Хальстед метрике. Интересная мысль, как мне кажется, которая несколько противоречит тому, что мы с вами говорили до этого. Смотрите, что они говорят, авторы этого исследования. Они исследовали связь между сложностью программы и ее и скоростью модификации этой программы теми программистами, которых они тестировали. Они говорят, что complexity метрики, а они использовали и cyclomatic complexity, и Halstead difficulty. Я просто помню, ну, здесь это не написано, но по статье помню. И вот они говорят, что эти метрики more highly related to the performance of less experienced programmer. А дальше смотрите. Таким образом, complexity metrics may not represent the most important constructs for predicting performance of experienced programmers. Эти программисты, то есть более опытные, probably концептуализируют программы на уровне, на другом уровне, на более высоком уровне, чем операторы, операнды и базовые контрольные пути. Мысль интересная. То есть, расскажем это своими словами. Он говорит, что действительно, когда мы будем смотреть на программу через призму метрик, типа Cyclomatic Complexity или Halstead Difficulty, мы будем смотреть на микроэлементы программы. На if, then, else, операторы, точка с запятой, скобки и так далее. Будем их считать и из них выводить некую цифру, а потом говорить, что эта цифра высокая, значит программу будет понять сложнее, чем ту программу, где цифра низкая. Это все так, если эту программу понимает новичок, программист начинающего уровня. А если эту программу понимает уже опытный программист, то ему плевать на все эти точки с запятой, скобки и так далее. Он просто смотрит и видит сразу. Смотрит и понимает, что это об этом. Это вот работает так-то. Я думаю, что в этом есть логика. И тут, в общем, это не противоречит здравому смыслу такой ход размышлений. И это подтверждается их исследованием. Что действительно вот эти микроэлементы внутри программы, они касаются, они, так сказать, эти метрики, точнее, которые основаны на этих вот таких низкоуровневых конструкциях, они как бы повторяют ход мышления, ход размышления простого программиста, среднего программиста, который идет по строчкам и пытается у себя в голове эмулировать работу компилятора. Пытается выстроить в своей голове ту же логику, которую будет выстраивать компьютер.
А человек более опытный, он, видимо, концептуально больше мыслит и понимает, что этот блок будет делать, наверное, это, а этот блок будет делать это. Возможно, потому что он видел эти блоки уже. Возможно, потому что для него это ну, много похожего в этих блоках с тем, что он или сам писал, или видел, читал и так далее. Ну, есть в этом, да, смысл. И это ставит под сомнение валидность тех метрик, которые мы изучаем. Не перечеркивает их целиком и не говорит о том, что мы должны отказаться от них, потому что, ну, все-таки начинающих программистов тоже немало, и они, наверное, в большинстве все-таки. И измерять их работу через такие метрики вполне можно и нужно. Но нужно понимать, что нужно искать какие-то метрики. И это, кстати, к вам вопрос. Вы можете искать эти метрики. Вы можете пробовать придумывать свои метрики. Когда эти люди придумывали эти метрики, они были, я думаю, что возраста вас или, может быть, немножко старше. Это все задача для пытливого ума. Ну и еще одно, тоже 79-й год, это все вокруг этой метрики тогда в то время топтались, и хотелось им с ней поиграться, и вот несколько таких исследований было опубликовано. Они нашли, что этот Halstead метрик remarkably accurate predictor of delivered bugs. То, что мы только что увидели с вами, что если поделить на 3000, то, ну, на 3000, может быть, это и смешно, но то, что это действительно предиктор количества багов, с этим, наверное, согласиться можно, потому что volume, безусловно, то есть объем программы, безусловно, влияет или, безусловно, коррелирует, безусловно, связан с тем количеством ошибок, которые в этой программе присутствуют. И более того, мы можем сказать, что как будто бы в этой формуле не учтено ни качество программиста, ни его возраст, ни его зарплата, ни его мотивация, ни его опытность, ничего, а вот только волю. И это интересная мысль. И с ней я бы вот согласился бы. Что так вот кажется, что мой опыт то же самое говорит, что кого бы вы ни посадили в команду, и какие бы это ни были талантливые, супермотивированные и заинтересованные люди, баги – это неизбежная часть и, более того, полезная часть разработки ПО. Если у вас багов нет, то у вас и продукта нет. И если у вас багов много найденных, то у вас и качество продукта будет выше. Еще одно исследование, это уже тоже 81 год, достаточно давно. Они говорят, что... это теперь, значит, наоборот. Противоречит предыдущему слайду. Значит, смотрите, что они говорят. Их анализ показывает, что софтверные ошибки не являются линейной функцией от волюма. Если нам только что сказали, что является, это был 79-й год, то через 2 года после этого написали статью, в которой сказали, нет, не является, и пишут, что it is felt that errors are the results of many other factors besides volume. И потом важное замечание. Возможно, корреляция существует на очень больших программных системах. Ну вот с этим выводом я как бы не соглашаюсь. С предыдущим соглашаюсь, но я вам привожу оба мнения, и оба основаны на данных, и оба анализировали цифры. Если предыдущий сказал, что главный контрибьютор – это volume, то есть чем больше пишем, тем больше багов, то эти говорят, нет, пишем-то мы по-разному. Хорошие программисты пишут, там вроде и багов нет, это вот имеется в виду other factors, ну, допустим, образование программиста. А плохие программисты пишут, там и багов побольше. То есть дело не в количестве строк кода и не в волюме, а в каких-то других факторах. Ну, я тут не соглашусь, точнее, не хочу согласиться. Тут мы, в общем, это исследование, поэтому нужно вчитываться в те данные, которые они собрали. Может быть, у них там... В общем, вопрос открытый получается. Для того, чтобы мы разрабатывали поддерживаемые системы, мы должны измерить этот самый maintainability. Мы должны найти способ измерять эту самую поддерживаемость. И было предложено, как измерять. Предложено было построить некую иерархию факторов, влияющих на поддерживаемость. Такая была идея.
Давайте, мол, посмотрим на программный продукт с разных сторон и оценим его с разных точек. И если все эти факторы сумеем собрать вместе, то мы получим некую, ну, единую метрику поддерживаемости. Допустим, мы посмотрим на то, какого качества документация, мы посмотрим на то, не знаю, не знаю, какое количество строк кода в каждом файле, мы посмотрим на то, какая cyclomatic complexity, мы посмотрим на, не знаю, количество отступов в каждом файле и так далее. Наберем какой-то набор этих факторов, а потом их каким-то образом взвесим, перемножим и получим единую метрику. В общем-то, идея, на мой взгляд, ну, логичная, что так, наверное, как-то и должно быть, как-то maintainability и необходимо считать. И они предложили, они собрали какое-то количество достаточно большое, 35 опубликованных работ, и из этих работ составили некий такой, ну, некий сухой остаток того, какие же метрики необходимо в эту иерархию уместить. И как их между собой перемножать и суммировать для того, чтобы получить какую-то финальную метрику. К сожалению, это не пошло. К сожалению, у них это направление не получилось. Посмотрите, что они сделали. Вот я вам немножко увеличу. Значит, такая у них картинка получилась. Они, смотрите, разбили на 3 составляющих. Левый, вот я стартую сверху, я не знаю, видите вы мою мышку или нет. Наверху находится Target Software System, а дальше идет три ветки, на которые они разделились. Maturity атрибуты, исходный код и документация. Вроде бы как 3 влияющие на конечный maintainability, влияющих 3 фактора. Получилась у них такая вот формула. Это все 92 год. Для того, чтобы посчитать итоговую метрику, они говорят, это картинка из их статьи, чтобы посчитать maintainability дерева, мы можем использовать следующую формулу. Перемножаем весовой коэффициент, суммируем одно с другим, делим. Ну, какая-то взвешенная, я думаю, несложная формула, которая считает какой-то взвешенный maintainability кого-то в каком-то пространстве, пространстве чисел. Формула представляет собой продукт, то есть перемножение взвешенных этих dimensions, то есть измерений, где каждое измерение измерено, посчитано как среднее deviation, среднее отклонение от известного значения хорошести maintainability атрибута. То есть у нас получилась не одна субъективность, а 35 субъективностей. Получилось, что есть какие-то хорошие значения у каждого атрибута, и мы относительно этих хороших значений или правильных значений смотрим отклонения, потом перемножаем эту разницу в общем, высчитываем эту разницу, потом взвешиваем, перемножаем. Но не пошло это все. Вся эта история не зашла, и, ну, можно представить себе, наверное, почему не зашла. Потому что, мне кажется, это мое мнение, тут точного ответа у меня нет, но предполагаю, что потому что ну, недостаточно авторитета у авторов было, чтобы эти 35 цифр утвердить и закрепить, и на них настаивать, и всех программистов в мире уверить в том, что эти цифры действительно как-то объективно посчитаны и можно на них опираться. Прошло 2 года, и они поменяли свою концепцию. Они перешли от этой иерархической модели, которая, на мой взгляд, является вполне себе грамотной, и она какой-то такой должна быть. Должно быть много факторов. Но они ушли от нее и упростили свою метрику maintainability и написали новую статью, опубликовали, в которой предложили новую формулу. Вы сейчас ее увидите. Здесь пока такая короткая цитата, которая нам, в принципе, полезна. Она говорит о том, что любая модель, вот ключевое слово здесь модель, то есть любая попытка моделировать реальность через призму maintainability, она только тогда будет полезна, когда она даст что-то новое программистам. Чтобы программист мог, глядя на эту модель, ну, сделать какие-то выводы для себя и на основании этих выводов написать лучше код или его исправить, или как-то усовершенствовать то, с чем он работает, или, может быть, повлиять на работу других программистов. В общем, нужны какие-то
какой-то эффект мы ожидаем. Потому что это модель, нужно понимать. Мы пытаемся смоделировать реальность. Реальность, она не такая, как эта метрика. И любая метрика – это всего лишь модель. Даже Cyclomatic Complexity – это просто цифровая модель сложности какого-то программного кода. Насколько она близка к реальности или далека, мы рассматривали исследования, где пытаются найти корреляцию, но это корреляция между моделью и реальностью. Конечно, она какая-то будет, но она зачастую она отсутствует. Точнее, она не то, что отсутствует, зачастую она присутствует, но в малых или в недостаточных, с недостаточной, в недостаточном, как это, недостаточной силе, что ли, not strong enough. Эта корреляция недостаточно сильна. Вот они нам это в который раз сказали. И вот что они предложили. Они ушли от 35 метрик и говорят, а давайте мы maintainability посчитаем, исходя из 4 метрик. Только 4. Какие это метрики? Метрика первая. Halstead effort. Мы на прошлой лекции с вами обсуждали Halstead метрики и узнали о том, что есть такая цифра, буква Е она обозначается, Halstead effort. Как ее посчитать, мы в прошлый раз говорили, там тоже на вход попадает не так много цифр. Вторая метрика Extended Cyclomatic Complexity. Мы эту метрику тоже знаем. Мы ее обсуждали на 2 лекции назад или 3. Третья метрика Lines of Code. Мы эту метрику тоже знаем. Мы ее на первой лекции обсуждали. И, наконец, последняя метрика количество комментариев. Ну, эту метрику мы пока не знаем, но вы все понимаете, какой в ней смысл. Количество комментариев внутри кода. Вот они говорят, если эти все 4 метрики сложить, причем по вот такой вот формуле, посмотрите, 3.42 умножить на логарифм от среднего E, то есть Halstead effort, средний E по, значит, по всему модулю программы. Потом 0.23 умножить на средний V. Средний V это Cyclomatic Complexity, средний по всем методам или всем функциям внутри программного кода. Дальше 16.2 умножить на натуральный логарифм от среднего количества строк кода и прибавить средний CM, это, если я не ошибаюсь, количество number of comments per submodule, function or procedure. Я так понимаю, что это, поскольку здесь, смотрите, еще, что интересно, 171 сначала, потом минус, минус, минус и плюс вот это. Это картинка из их статьи. Ну, наверное, не надо объяснять, да, что это, конечно, смотрится странно. Какие-то цифры, откуда они пришли, как они нашли эту модель. Но, с другой стороны, это примерно то, что находится, грубо говоря, внутри какого-нибудь чат GPT. Он примерно так же работает. Просто это очень примитивная, очень понятная, прозрачная, ну, не нейронная, конечно, сеть, но что-то очень в примитивном приближении можно назвать это и некая такая обученная модель. И в итоге они вывели нам формулу, еще раз ее приводим, она такая же, нет, стоп, она не такая же, она немножко поменялась. Они немного ее поправили, здесь у нас было тут 171, минус 5,2, а было до этого 3,42, видите, вот я переключаю. Теперь минус 0,23 это осталось, потом минус 16,2 осталось. Ну и здесь они добавили синус, умножить, корень. В общем, какая-то свистопляска с цифрами. Давайте оставим это на совести авторов. Это прикольно, интересно, но насколько это близко вообще, мы уже обсудили. И мы в конце лекции увидим, что говорят об этом разные программисты. Вы должны знать, что такая формула существует, она называется Maintainability Index, и она живет в индустрии, она вполне себя нормально чувствует, и вы можете ее встретить. Я вам покажу в конце, какими инструментами вы можете этот Maintainability Index посчитать по своему, например, Java или Python коду. Вполне себе в 2024 году эта вся история вот такая вот странная и такая смешная вроде бы для нас, она существует. И может быть, еще раз повторюсь, может быть, вы сможете какую-то замену ей предложить, допустим, с использованием машин learning. А вот что говорят программисты. Первая статья, 2016 год. Почему мы не используем Maintainability Index? Пишет нам на своем блоге, это не научная статья, это блог, но тем не менее. Мы убеждены, что Maintainability Index это, ну, мягко говоря, не то, что нам хотелось бы. Мы думаем, что it's not sensible to reduce the maintainability of a whole software system to one single indicator. Ну,
Если с первой частью мы можем согласиться, потому что, как мы уже обсудили, просто собирать цифры вместе и потом тренироваться на 50 примерах и заявлять, что это и есть Maintainability Index, ну, тут мы согласны, что это действительно близко к нонсенсу. Но вот вторая часть, с этой частью я бы не согласился. Типа нельзя сводить maintainability всей софтверной системы к одному single индикатору. Я считаю, что можно и нужно. Почему? Потому что, имея один single индикатор, мы можем обеспечить управляемость процессов менеджмента, управляемость процессов разработки ПО. Если мы можем свести все усилия программистов к одной цифре, то мы сверху, глядя на этих программистов, сможем сказать, что эта группа чем-то лучше или в принципе лучше, чем эта группа. Или та группа имеет больше шансов на успех, чем эта группа. Или, допустим, этой группе имеет смысл увеличивать бюджет и повышать зарплаты, а этой группе можно пока подождать. На уровне менеджмента это очень ценная информация. Вы мне скажете, а если мы ошибемся? Если мы к этой цифре сведем, да неправильно. Безусловно, это возможно. Безусловно, мы можем ошибаться. Для этого эта цифра должна быть декомпозируема на элементы. Должно быть понятно, из чего собралась эта цифра. Это должны быть не просто на что-то на что-то умноженное, а это должны быть какой-то мультифакторный, э, как сказать, мультифакторная формула, которая собирает вместе много цифр. И что очень важно, как мне кажется, это возможность для программиста понять, как именно он может повлиять на общую цифру. То есть вот вы сейчас, работая, или, может быть, вы студенты, или пока еще не работаете, но вы попадете в какой-то коллектив, и у этого коллектива будет какая-то общая, так или иначе, будет какая-то общая перформанс-метрика или набор метрик. Как-то так или иначе будут оценивать этот коллектив на выходе. И будут либо давать ему бонусы и повышать вам зарплату, либо не давать. И большущая проблема любого менеджмента в области программирования, в основном или в том числе, в том, что мы не можем, мы как программисты, мы не можем понять, что же влияет на эту метрику верхнего уровня. Что именно я должен сделать сегодня, чтобы через год нашему коллективу подняли зарплату. И еще один блокпост этого года. 2 года назад, 22 года. Если мы собираемся использовать Maintainability Index, мы должны измерять относительную maintainability внутри проекта, а не абсолютную метрику. Эта мысль мне очень нравится. То есть он говорит о том, что если вы будете мерить этот самый maintainability, то не считайте, что то, что он вам говорит, это формула, то, что она вам говорит, это есть некая цифра, которая может быть использована для сравнения себя, например, с соседними проектами или сравнения себя э, с какими-то ожидаемыми показателями, что maintainability индекс должен быть, например, больше 20. Не нужно этого, потому что вы ошибетесь. Но если у вас вчера был maintainability индекс 20, а сегодня он стал 22, то однозначно можно сказать, что код ваш улучшился. Вы двинулись в сторону улучшения. И тут я соглашаюсь с этим. Ну и думаю, что это логично. И стремиться нужно к повышению этого maintainability индекса. Вполне себе можно взять команду, сказать, ребята, давайте мы будем использовать этот индекс, через 3 месяца измерим снова, через 3 месяца измерим снова и посмотрим результат. И я вам, по-моему, уже рассказывал несколько лекций назад, что это неплохой способ получить некую власть в команде. Некий контроль, некую власть, некий авторитет заслужить в команде. Если вы попали в команду программистов, в которой присутствует некий бардак, а он всегда присутствует, в которой нет четких правил качественного программирования, вы можете вполне себе использовать эту ситуацию в свою пользу. Не сразу увольняться и говорить, что я не хочу здесь работать, здесь все некрасиво, код некачественный, а попытаться внедрить метрики. Внедрить как? Не ломая ничего, а просто каждую неделю запускать какой-то скрипт и рассчитывать набор метрик по вашему исходному коду внутри вашей команды. Вот вы спрашиваете, какое количество метрик нужно использовать в разработке. Ну,
Зависит от того, насколько ваша команда mature, насколько вы развиты в плане вашего software инжиниринга. Если вы на базовом уровне, то я бы взял какие-то несколько. Вот самая базовая метрика, самая первая, которую бы я использовал, это, конечно, тестовое покрытие. И мы про это тоже будем, по-моему, есть у нас лекция про это. То есть, насколько ваш код покрыт тестами. Это номер один метрика, она вам даст качество, сразу рывок в качестве произойдет, если вы эту метрику начнете повышать. А дальше смотреть нужно по ситуации. Ну, например, Cyclomatic Complexity, да. Ну, я думаю, что 5-6 метрик, если у вас будет в руках, то, я думаю, э, вам будет достаточно. Перегружать себя метриками и делать так, чтобы вы были обложены десятками метрик, ну, я думаю, это контрпродуктивно, потому что вы будете отвлекаться на точнее не так, у вас будет всегда какие-то аргументы будут против каких-то метрик. Допустим, вы хотите одну метрику повышать, а в этот момент другая понижается. И вам будут всегда говорить, ну, вы же видите, нам же все важно, поэтому и вы будете в итоге стремиться к какому-то сбалансированному росту, а он, скорее всего, будет достигаться только путем снижения всех показателей. Как будет, знаете, как там, в команде мы всегда играем так, как играет худший игрок. Мы все стремимся к снижению качества и выравниванию по худшему игроку. Так и по метрикам. Вы в итоге спуститесь на самую худшую метрику. Каплинг это значит, если каплинг присутствует, это значит, что с вашим модулем много кто связан, много кто его использует или много кого он использует. Вот у меня сейчас с вами каплинг 1 к 29. Меня сейчас слушают 29 человек. А между вами, любыми двумя, если взять, между вами каплинга нет. Вы друг друга, предположим, не знаете. Получается, у меня высокий каплинг с аудиторией, а у каждого элемента внутри аудитории с соседним элементом каплинг нулевой. Если они друзья между собой, если кто-то из вас друзья, то у вас между собой тоже есть каплинг. Это идея каплинга. А cohesion – это насколько каждый элемент или какой-то один элемент внутри себя содержит только то, что ему нужно для работы. И то, что в нем, и то, что он содержит, является ну, что ли, необходимым и достаточным для выполнения его функций. Ну, например, аналогия из реального мира. Допустим, мне для того, чтобы рассказывать вам этот материал, мне достаточно своих знаний. То есть cohesion у меня высокий. А если бы я каждые пару минут, например, смотрел в книгу, листал бы ее и оттуда доставал бы информацию, то можно было бы сказать, что cohesion у меня невысокий, потому что я не все в голове имею, что нужно иметь для того, чтобы вам что-то рассказать. Я использую какие-то дополнительные материалы. Или наоборот, если бы я, допустим, много слишком у себя в голове имел, допустим, рассказывал бы вам какую-то, не знаю, простую вещь, но при этом э, давал бы вам информации слишком много, потому что у меня ее в моей... Даже не так, скажем, допустим, я бы вам рассказывал лекцию, а при этом бы еще, ну, например, вязал бы, сидел носок. То есть я бы делал два дела одновременно. И лекцию читаю, и носок вяжу. Получается, тоже cohesion мой не совсем не совсем такой, каким он должен быть. Я не знаю, высокий, низкий в данном случае. Но, в общем, я не целостное существо получаюсь, не целостный модуль. Посмотрим на картинку. Картинка слева, так называемый tight coupling. То есть модули между собой тесно связаны. Вот представьте себе, что студенты, допустим, каждый кружочек это студенты, студенты для того, чтобы, например, не знаю, сдать свою работу курсовую, они между собой интенсивно коммуницируют, они один от другого зависят. То же самое программные модули. Классы друг от друга зависят, классы знают друг о друге очень много. Это называется tight coupling. А второй это loose coupling, когда один студент
Спросил у другого что-то, получил ответ и забыл про этого второго студента. Он ему больше не нужен. Вопрос был задан, ответ получен, и на этом разошлись. И то же самое программные модули. Мне нужно из этого класса получить информацию, которая хранится в этом. Я обратился, получил и вернулся назад. Все, что я знаю, это как обратиться и как получить ответ. А tight coupling — это когда мы сейчас увидим примеры, это когда я могу из этого класса, допустим, пойти внутрь этого класса и достать оттуда какое-то приватное поле. Это tight coupling. Я знаю слишком много об этом классе. Я знаю, где там лежит это приватное поле. Я знаю, как его найти. Я слишком с ним плотно интегрирован. Вот это плохо, а вот это хорошо. Это идея каплинга. Мы должны делать дизайн так, чтобы он был вот таким, чтобы модули между собой были развязаны, чтобы они друг от друга не сильно зависели. Что нам говорит автор? Это Гради Буч, который отец объектно-ориентированного дизайна. Эта книга, она одна из центральных книг, которые, конечно же, нужно прочитать, если вы хотите объектно-ориентированный дизайн понимать или вообще современный дизайн. Я думаю, что на этой работе и ряде других, которые вы сегодня увидите, построено фактически software engineering последних 30 лет. Что они говорят, автор этой книги, что между концепциями, вот это интересная цитата, что между концепцией каплинга и инхеританса существует некий конфликт, потому что inheritance introduces significant coupling. И действительно он прав. А дальше они говорят, on the other hand, weakly coupled, on the other hand, слабо связанные классы, конечно, desirable, мы бы хотели иметь классы, которые не связаны, но on the one hand, это с одной стороны, а с другой стороны, inheritance, which is tightly coupled, superclasses и subclasses, помогает нам, в общем, помогает нам. Я с первой частью согласен, со второй не согласен. Я считаю, что inheritance нам мешает, а не помогает. Здесь бы я поспорил с авторами. Что имеется в виду? Допустим, у вас есть какой-нибудь класс, ну, например, класс figure, то есть фигура некая, и от нее наследуется класс, например, circle. Такой пример классический. И весь функционал, который у вас есть в figure, например, функция draw, этот функционал как бы наследуется или фактически копируется в этот класс, в circle. И он появляется здесь. Теперь у нас здесь есть тоже функция draw. Конечно, они tightly coupled. Можем ли мы завтра изменить класс figure, невзирая или не глядя на то, что от него кто-то наследуется? Ну, конечно, не можем. Мы должны их менять вместе. Мы, открывая эту всю картинку, мы видим, что у нас есть figure, но у него есть потомки, и эти потомки должны быть учтены. Я не могу просто так взять и функцию draw поменять. То есть я имею дело теперь с двумя классами. А если у меня это наследование разветвленное, если у меня кто-то еще наследует этот фигур, а если у меня кто-то наследует этот circle, а если кто-то наследует того, кто наследует того, кто наследует circle и так далее, тогда я, изменяя фигур, я должен всю вертикаль наследования держать в голове. Это, конечно, приводит к неприятным последствиям. И вот это их замечание о том, что наследование, которое, хотя и tightly coupled эти классы, нам очень важно, helps us to exploit the commonality, бла-бла-бла, это неправда. Подробнее о наследовании и о наследовании и сабтайпинге можете посмотреть мою лекцию в курсе о объектно-ориентированном программировании. Там есть 8-я лекция, она посвящена инхеритансу. И там подробно 1,5 часа мы обсуждаем, почему inheritance это плохо. То есть фактически спорим с этими ребятами и говорим, что inheritance использовать не нужно. А здесь мы видим еще один аргумент в этой цитате. Только теперь мы заходим со стороны каплинга. Мы уже знаем, что такое каплинг, мы знаем, что каплинг это вредно, мы знаем, что соединять классы плотно друг с другом это плохо, а наследование соединяет их. Мы категорически выступаем против наследования вот по такой еще и причине.
Так, теперь немножко о метриках. Все-таки они существуют, все-таки цифры есть. Ну, например, coupling between objects. Такая метрика была предложена 100 лет назад, в 1994 году, известными достаточно авторами, мы и сейчас их еще увидим. Предлагается посчитать ее как? Это количество других классов, с которыми этот класс коммуницирует. Ну, супер примитивная метрика, сами понимаете. Мы уже обсудили, что коммуницированию рознь. Одно дело, я вызываю метод какой-то, а другое дело, я интенсивно, например, наследую все 30 методов из другого класса. Но это совершенно разные две коммуникации. Но, тем не менее, предлагается просто посчитать. Coupling between objects. Вот сколько их между собой. И вторая метрика называется Direct Class Coupling. В другой работе, тоже достаточно давно, это метрика количества различных классов, с которыми класс directly related to. Directly related. By attribute declarations and message passing. Ну, здесь чуть более точная метрика. Мы берем количество атрибутов и смотрим, какого они типа. И если, допустим, у меня есть класс какой-нибудь, в котором, допустим, у меня класс какой-то foo, и в нем есть атрибут, например, string. Ну, давайте не foo, а давайте book. И у меня есть string, и этот string у меня title. То вот этот string это и есть некий каплинг с классом string. Правильно? Вот мой класс string где-то, и вот мой класс book. Они между собой имеют каплинг. Можно посчитать, что, наверное, единичку мы сюда поставим, потому что отсюда сюда есть стрелка. По атрибутам. И второе, если мой класс book, например, вызывает какой-то другой класс или кого-то, то тоже единичка добавляется. И видите, статья научная опубликована, предложена метрика, причем в очень серьезном журнале IEEE Transactions on Software Engineering. Ну, я не видел в жизни, где это используется. Я эту метрику не встречал ни в каких, ну, в итоге ни в какой практике это. Если метрика Cyclomatic Complexity, я вам говорил, она используется, мы ее в практическом программировании применяем, и она нам помогает. Cognitive Complexity тоже. Halstead метрики помогают. Даже Maintainability Index иногда используется. Эти метрики, мне кажется, это осталось в теории. Но, тем не менее, мы на них посмотрим и разберемся. Типы каплингов. Оказывается, каплинги бывают разные. Не только те, о которых мы поговорили, когда класс зависит от другого класса, потому что он его вызывает, например. А самые разные типы. Ну, например, может быть global coupling. Это значит, что я завишу от какой-то глобальной переменной, и другой класс зависит тоже от глобальной переменной. Вот мы таким образом с ним связаны. Несмотря на то, что у меня нет прямой связи с этим классом, я к нему не обращаюсь. Но поскольку у нас есть общая переменная, то вот мы и зависимы друг от друга. Может быть, даже не зная об этом. А если не знаем, то это может приводить, соответственно, к проблемам, особенно если речь идет о многопотоковости. Control coupling, например. Когда один модуль контролирует flow другого модуля. Ну, например, у вас есть какая-то метод какой-то, функция, алгоритм, который, например, по циклу что-то обрабатывает. Есть еще один поток, например, который наблюдает за чем-то другим. И когда там что-то случается, он сюда выставляет какой-то флаг. И на этом флаге вы срабатываете и, например, выходите из цикла. Прекращаете процедуру чтения откуда-то. Это очень типичный сценарий, когда один поток читает, а другой следит за этим и его останавливает. Тоже каплинг. Хотя друг от друга они могут напрямую не знать. Они через этот флаг работают. Или этот флаг может быть внутри этого потока. Но это вот control coupling. Тоже каплинг. Или, например, ну, message coupling. Классическая такая история. Это когда есть какая-то, я так понимаю, некая шина сообщений, и я туда сообщение положил, а вы оттуда сообщение забрали. Мы как бы не знаем друг о друге, но сообщение это у нас общее. И то, что я написал, вы прочитаете. И я могу не знать, как вы называетесь. Я могу не знать название этого модуля, который читает сообщение. Но у нас между нами есть связь.
И эту связь надо учитывать. И так далее. Это только некоторые из них, только some of them. Их на самом деле много, и вы можете придумать себе эти каплинги и самостоятельно. И все это плохо. И все это признаки слабого дизайна. Чем больше таких каплингов, тем хуже. Конечно, без них мы не можем. Мы понимаем, что мы совсем без каплинга не можем. Но мы должны стараться сделать так, чтобы этих связей было поменьше. Расскажу о том, что есть такая проблема в головах у программистов, с которой я сталкивался не один раз. Когда программисты говорят, что я не хочу работать с классом, с которым у меня нет тесной связи. Вот все, что я вам рассказал на этой лекции, программисты некоторые отрицают. И они говорят, нет, удобнее работать, когда я вижу перед собой класс, и я знаю точно, что там у него внутри. Я не хочу работать с интерфейсом. Я не хочу, чтобы ко мне приходил интерфейс, в котором 2-3 метода, и я не знал, что за класс будет имплементировать этот интерфейс. Я хочу знать точно, кто ко мне поступает, и я знаю, что в этом классе есть. Я могу нажать на название этого класса и попасть туда в его имплементацию. Я буду точно знать, как он реализован. Я это встречал на практике таких людей. И написал статью об этом. Они назвал это fear of decoupling, то есть страх декаплинга. Страх того, что вы работаете с чем-то, что нематериально пока еще. То есть полиморфизм у вас в руках, вы имеете то, что может быть полиморфным, оно может иметь, принимать разные формы. И в моем понимании это хорошо. В моем понимании это делает вашу программу действительно более хрупкой, потому что если к вам приходит то одно, то другое, то вы не можете внутри программы делать, уверенно делать какие-то предположения относительно того, что можно делать с тем, что к вам поступило, с тем объектом. И поэтому иногда у вас будут рантайм ошибки. Не иногда, а часто, особенно поначалу, когда вы начинаете дизайн. Но это здорово, потому что эти ошибки будут в итоге, после того, как вы их исправите, после того, как вы протестируете свой модуль на разных инпутах, на разных входящих объектах, полиморфных, и на фейк-объекте, и на реальном объекте, и на поддельном объекте, и на каком-то сложном объекте, композиции объекта, у вас получится больше стабильности будет у вашего класса. И вообще, в целом, вы должны мыслить в сторону того, чтобы ваш продукт был более fragile, более хрупкий. Когда вы делаете дизайн продукта, вы должны стараться делать так, своего софта, вы должны делать так, чтобы чтобы у него было как можно больше мест потенциальных фейлов, потенциального провала, потенциальных ошибок. И эти ошибки должны выявляться на этапе тестирования. И дальше, когда они выявляются, вы пишете тесты для этих мест, покрываете эти места тестами и выкладываете новые версии в продакшн. Мы, по-моему, говорили о fail fast философии. Если нет, можем как-нибудь еще поговорить. Может быть, слышали, есть такая идея fail fast, когда вы стараетесь сделать так, чтобы ваш софт как можно быстрее пришел к ошибке. Вы не спасаете его, не стараетесь сделать его более устойчивым, а наоборот, делаете так, чтобы он работал неустойчиво, чтобы при первой же возможности выпадал рантайм ошибка, чтобы при первой же возможности он сигнализировал о том, что продолжение работы невозможно, почему объяснял, писал подробное объяснение проблематики и заканчивал работу. Distance of coupling. Это такую статью я написал несколько лет назад, в которой предложил метрику свою собственную, которая, мне кажется, могла бы вполне нам помочь в области понимания того, какой у нас каплинг в системе вообще. Открываем мы программный продукт, в нем 500 классов на Java, 25 тысяч строк кода. Вот насколько у нас здесь каплинг tight или он не tight. Я предлагаю считать следующим образом. Когда у нас какой-то, например, вот класс temperature, класс температура, внутри инкапсулирует букву T, то есть, собственно, значение температуры. Мы к нему приходим и говорим, дай нам строку.
Вот мы делаем температуру, верни нам строчку, он генерирует строчку, а дальше смотрите, что мы делаем. Он вот так сгенерировал строчку, он поставил сюда цифру, сюда букву F. Что мы делаем дальше? Мы разбиваем эту строчку на пробел, через пробел на две части опять и парсим левую часть. То есть мы не могли спросить у него T, потому что у него нет такого метода, который бы вернул нам значение температуры. Он умеет только печатать в виде строки. И мы исхитрились и построили вот такой вот код. Казалось бы, что каплинг у нас здесь как будто бы единичка. Вот мы только вызвали метод toString делали. Но на самом деле данные, которые мы получили оттуда, они дальше пошли в работу. То есть с ними стали что-то делать. Их стали через точку разбивать. И дальше то, что получилось, этот самый parts, он снова через вот этот оператор, снова с ним что-то сделали. То есть такое ощущение, что эти данные были получены, а потом через два прыжка попали для конечного потребителя. Конечный потребитель вот он. Вот отсюда мы данные забрали, а потом был первый перевалочный узел, потом второй перевалочный узел, и, наконец, мы доехали до потребителя. Так вот, это количество этих точек перевалочных можно посчитать, ну, на этапе компиляции. И это и будет, как мне кажется, distance of coupling, то есть расстояние между поставщиком данных и конечными потребителями. И если мы все эти расстояния на всем программном продукте посчитаем, то мы сможем некое среднее, допустим, выбрать из этого набора цифр. И сказать, что в среднем у нас расстояние между поставщиком данных и конечным потребителем 2,43. И это, например, слишком много. То есть чем будет больше эта цифра, чем длиннее это расстояние, тем хуже. В идеале должно быть так. Я пришел, попросил данные, мне дали 4 байта, я тут же их использовал. Я не выполняю вот этот процессинг, потому что этот процессинг, который я делаю, это ну, нехорошо для дизайна. Это говорит о том, что связь продолжается. Я взял данные, и вместо того, чтобы их прямо здесь использовать, я начинаю с ними дальше путешествовать. И связь становится более ну, семантически глубокая, что ли. Может быть, это даже не, можно назвать не distance of coupling, а depth of coupling, глубина каплинга. Как-то так. Вот такая картинка мне нравится. Она иллюстрирует то, о чем мы говорили. Вот это с левой стороны у нас картинка, где Cohesion отсутствует модульность на левой картинке. Мы имеем какие-то компоненты, они между собой как-то связаны, между ними есть связи коммуникации, но они не сгруппированы в модули, которые были бы cohesive. То есть это вот та самая структура общества, в которой каждый как-то более-менее сам по себе. Но семейных пар или таких ячеек общества у нас пока еще нет. А на правой картинке у нас сформированы ячейки, у нас сгруппирована функциональность по таким, ну, назовем это классом, назовем это объектом. Сгруппированы в объекты. И в эти объекты помещена необходимая функциональность. Раньше это был, например, набор глобальных функций. Каждый элемент на этой картинке слева – это какая-то глобальная функция, которая что-то умеет делать. Потом мы эти функции сгруппировали, инкапсулировали в наши классы данные и получили всего лишь три, даже не три, а два канала связи между ними. Раньше у нас каналов связи было много, каждый к каждому. Я вам рассказывал, что это вот называется Dependency Injection Container. Это то, что делать, на мой взгляд, нельзя в дизайне объектно-ориентированном. А это мы получили группировку по классам и малое количество связей между классами, что является признаком качественного дизайна. Я не нашел, где конкретно это было, где конкретно он это сказал, этот товарищ, но ему присваивают эту фразу, она мне очень нравится, что архитектура системы – это ну, tension или конфликт, я бы сказал, или борьба между каплингом и cohesion. Вы либо получите, ну, вы не то, что либо одно, либо другое, но постоянно будет между этим конфликт. Если вы сделаете систему, в которой все будет decoupled, и модули будут между собой разнесены в разные стороны, то у вас получится cohesion низкий внутри каждого модуля.
Они будут делать что-то свое, но для того, чтобы получить какую-то информацию дополнительную, им придется идти в другой модуль. И получится много мелких модулей, cohesion каждого из которых будет невысокая, потому что очень много будет вовне находиться этого модуля. Давайте посмотрим, такая интересная градация этих cohesion'ов. Мы их сейчас все рассмотрим. 6 уровней cohesiveness. Вот такой вот термин cohesiveness. Этот scale от самого низкого, то есть от самого слабого, от самой слабой связанности или, как вы сказали, взаимовостребованности внутри класса до ситуации, в которой действительно элементы востребованы. Я вам дам 6 примеров на языке Java, и вы увидите, как мы пойдем от класса, в котором методы размещены внутри класса, бестолково совершенно, они могли бы быть в разных местах, до ситуации, в которой действительно они принадлежат одному классу, и разносить их будет совершенно нелогично. И это было предложено в той же самой статье. Я вам ее очень рекомендую прочитать. Structured Design, IBM Systems Journal. Она хоть и научная, но она супер легко читается. Уровень первый – Coincidental Binding. Когда внутри класса функции оказались вместе случайным образом. Вот просто случайным. Coincidental. То есть, когда это я цитирую текст из этой статьи. Все той же статьи. Когда здесь no meaningful relationship. То есть никакой связи. Например, у нас есть класс helpers, очень типичный дизайн-паттерн, точнее антипаттерн, когда людям просто некуда положить функционал функций, они создают класс под названием helpers или helper или utils, или они создают пакет, который называется utils. Когда я открываю репозиторий и вижу там директории по имени utils, я понимаю, какого уровня программист делал этот продукт. У нас тоже есть такой директорий, я только недавно видел в одном из наших основных репозиториев, папка utils. Я борюсь с этим и оттуда пытаюсь удалить классы и разложить их в нужные места. Но грешат этим программисты. Когда не знает, куда положить, он кладет в helpers. И вот у нас здесь, смотрите, функция, которая считает максимум из двух чисел. Потом функция, которая записывает что-то в файл, какую-то строку. Да что ж такое. Потом считает максимум, записывает файл и берет из строчки, переводит строку в all caps. Абсолютно low cohesion здесь. Это абсолютно не связанные между собой ингредиенты. Второй уровень байдинга – это logical binding. То есть есть какая-то логика в том, что мы соединили эти классы. Ну, например, у нас называется это string utils, уже не просто helpers, а string utils, вроде бы какая-то логика появилась. Мы все эти методы, которые у нас здесь, они все так или иначе связаны с обработкой строк. Ну, прекрасно, мы их положили вместе, и в этом есть какая-то some logical relationship. Ключевое слово здесь some. Третий уровень – временный, temporal binding. То есть элементы между собой связаны потому что они, они выполняются примерно в один и тот же момент времени. Вот посмотрите, SQL string utils. Они тоже вроде бы string utils, но все же здесь 5 методов, которые парсят строку и делают из нее дата-примитивы. Integer, float, double, boolean и byte array. Они связаны между собой не случайно и не просто по какой-то логике, а они связаны по времени использования. Они все будут использоваться, когда данные будут приходить из базы данных к нам в программу. Нам нужно будет их парсить. И мы будем одновременно эти все методы, примерно одновременно или некоторые из них, вызывать и делать этот самый парсинг. Называется temporal binding. Мы идем от плохого к лучшему. Это все-таки лучше, чем предыдущий пример. Communicational binding. Здесь связаны эти методы. Почему? Потому что они все относятся к одному и тому же набору инпутов или аутпутов. Это тот же парсинг, но сейчас класс называется SQL Result, и он инкапсулирует в себе result. То есть у него один input. У этих всех друзей
у них у всех один input – это result set, а буковка P – это номер колонки в этом result set, который нужно отпарсить. Один input, output у них разные, на выходе они возвращают разные типы, разные значения, но вход у них все-таки один общий есть. И это communicational binding, еще более тесное связывание. Они действительно, теперь уже мы видим, что действительно они логично находятся в одном классе, потому что инкапсулируется один и тот же result set. И было бы немножко уже странно сейчас разбить их на 5 классов. Допустим, один парсит integer, один парсит float, один парсит там double, один парсит еще кого-то, один еще кого-то. Вот разнести их сейчас на 5 классов я бы уже не стал этого делать. Пятый случай называется sequential binding. Sequential почему? Потому что вызовы происходят последовательно. Flowcharting the problem to be solved. То есть flowcharting имеется в виду, что есть некая последовательность вызовов, и эти вызовы должны происходить на одном и том же наборе данных. Мы дизайним класс таким образом, что каждый следующий get возвращает себя же. То есть мы говорим парс там такое-то поле, потом парс такое-то поле, а потом верни мне первое поле. Вот такой вот fluent интерфейс, который предполагает использование класса SQL Result, последовательно вызывая все новые и новые парсеры, и только потом, когда парсеры закончились, мы вызываем get. Ну, дизайн может быть немножко странный, но он вполне себе может быть. И в этом случае совершенно разнесение в сторону метода parse и метода get было бы нелогично. Ну и, наконец, последнее, functional binding, самый последний, самый высшая форма байдинга, самый тесный cohesion, это когда мы, видите, the strongest type of binding in a functionally bound model, all the models are related to the performance of the single function. То есть все элементы, которые внутри этого класса, они все существуют там для того, чтобы в итоге выполнить одну какую-то функцию. То есть у нас есть класс SQL Result, я увеличу, и у него сначала нужно сделать prepare, несколько раз вызвать, а потом в конце вызвать read. Вот я делаю prepare и в конце read. То есть здесь это будет не парс, я не делаю парсинг и ухожу, а я настраиваю этот класс путем вызова несколько раз функции prepare, вставляя внутрь такие лямбда функциональные конструкции, которые являются, в общем-то, функциями. И я делаю класс крупнее, 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 и в конце концов вызываю функцию get, и там внутри все запускается. Это максимально правильный дизайн. Ну, это я выдумал, этот класс, конечно, но в таком дизайне делать правильно. Ну и, наконец-то, мы переходим к метрике. У нас не так много времени осталось, но я вам расскажу про эту метрику. Я вам скажу сразу, что это большой роли не играет. Это вам сильно не поможет в вашей работе, но вы должны просто понимать, что эти метрики существуют, и глядя на то, как они считают cohesion, вы поймете, на что они хотят, чтобы вы, как программисты, обратили внимание. Ну вот первая метрика, бла-бла-бла, читать не будем, вы могли сами прочитать. Значит, как она работает? Принцип следующий. Мы берем все методы в классе. Посмотрите на этот класс. Класс называется rectangle, квадрат. У квадрата есть x, y, ширина и высота. У квадрата есть, можно посчитать его площадь, можно его передвинуть, можно ему сделать resize, и можно посчитать его, высокий он или нет. Посмотреть, высота у него больше 100 или нет. Супер примитивный Java класс. Давайте посчитаем его cohesion, насколько он cohesive. Смотрите, как они делают. Первое. Мы посмотрим, какое количество атрибутов используется каждым методом. Сколько атрибутов использует метод area? W и H. Вот они перечислены. Какие атрибуты используются методом move? X и Y. dx, dy это параметры, мы их не трогаем. Мы смотрим только на атрибуты. Атрибут X, атрибут Y. Вот они, двое. Кого использует resize? W и H. И кого использует toll? Использует H. Дальше они предлагают сделать какой-то number of disjoint sets formed by intersection of the end sets. Я не понял, о какой идет речь, о каком тексте идет речь, поэтому я не разобрался в этой формуле. Поэтому мне даже не интересно вникать. Я так понимаю, что, может быть, они сами были не уверены. Поэтому мы перейдем к формуле, которая называется, которая была предложена чуть позже, причем ими же
в следующей статье, в которой она уже приобрела смысл, как я понимаю, и она стала, ее возможно было посчитать. Как они предлагают? Они предлагают посчитать, создать два множества. Множество P и множество Q. Во множество P войдут те пары методов внутри класса, которые используют атрибуты, не пересекающиеся между собой. А в Q войдут те пары методов, которые используют атрибуты, и при этом они пересекаются. И дальше они посмотрят, какого размера эти множества. И отсюда выведут cohesion. Давайте посмотрим на примере. Считаем. У нас есть полный список всех методов в классе. Их 4. Эти цифры мы уже с вами посчитали. Мы знаем, что какие атрибуты используются какими методами. А теперь считаем, какие... Давайте посмотрим множество p. Его нарисуем. В него войдут пары. Метод, 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 метод. Смотрим, что туда войдет. Первое. Туда входит area и move. Почему? Потому что ни area, ни move не имеют ничего общего. То есть они используют атрибуты, которые не пересекаются. Area использует эти два атрибута, а move эти два атрибута. Никаких пересечений. То есть, простыми словами можно сформулировать так. Эти методы, вот эти два, area и move, они могут жить друг без друга. То есть у них нет ничего общего в плане атрибутов. Понимаете идею? То есть метод area использует те атрибуты, которые совершенно не интересуют метод move. И дальше такая же пара между move и resize. Еще мы имеем два метода, которые тоже используют атрибуты, которые между собой никак не пересекаются. В общем-то, это плохо. Правильно? Сюда нужно добавить еще одну. Это будет еще одна пара, это move и toll. Я забыл это сюда указать. То есть всего у нас есть размерность этого p тройка. У нас 3 такие пары. Из 4 методов 3 пары мы нашли, в которых вот такая вот ситуация. То есть они же могут жить друг без друга, как бы. Ну, если смотреть на атрибуты. Потому что они могут, допустим, вызывать друг друга. Если бы, допустим, move вызывал area, то эта метрика бы это не обнаружила. Этой метрике наплевать на эту картинку. Она смотрит только на то, что конкретные методы, какие атрибуты они задействуют. То, что методы могут вызывать друг друга и при этом зависимость появится, эту метрику это не интересует. Она в этом отношении крайне примитивно. Ну и второе множество, множество Q. Здесь мы смотрим на пары, где пересечение имеет место быть. Допустим, area и resize. Они пересекаются. Area и resize, WH, WH. Они используют одни и те же атрибуты. И так далее. Здесь у нас тоже 3 элемента. В итоге мы должны размерность первого сета вычесть размерность, здесь должна быть тройка, вычесть размерность второго сета и получить нолик на выходе. То есть у нас cohesion нулевой, а это значит хорошо. То есть эта метрика, она, первое слово это lack в cohesion. Там lack of com, я не помню, как расшифровывается. Но первое это lack. То есть недостаточный cohesion. Если lack у нас нулевой, значит у нас все прекрасно. В общем, с этим классом проблем нет, по мнению этой метрики. Когда стартуем дизайн нового программного продукта, то можно потратить несколько дней на то, чтобы придумать, как у нас будут называться классы. И очень рекомендую всем в этом случае пытаться отойти от стандартного классического устоявшегося стереотипа именования классов. Например, мы все знаем, что у нас есть контроллеры, мы все знаем, что у нас есть датабейс, у нас есть, не знаю, файловая система, files, у нас есть энкодер-декодер, у нас есть всевозможные энкодинги, у нас есть всевозможные ридеры и райтеры. Вся эта терминология, она традиционна. И вы в своем проекте, если будете просто бездумно, ну или даже не бездумно, а по инерции использовать эту терминологию, вы получите безликий проект, безликую архитектуру, безликий дизайн, без идентичности, без характера. У вас будет просто еще один набор ридеров, райтеров, контроллеров и так далее. Масса книжек по дизайн-паттернам рекомендуют делать именно так. Они вам рекомендуют, не выдумывайте, делайте так, как написано. У нас есть паттерн factory, значит, мы будем называть наши классы factory. У нас есть паттерн visitor, значит, мы будем делать visitor, и наш класс будет называться бла-бла-бла visitor.
Я категорически против такого подхода. Я понимаю, что дизайн-паттерны – это хорошая штука, и, наверное, нужно их использовать, по крайней мере, их нужно знать, их нужно понимать, что уже придумано людьми. Но копировать эти имена по инерции и слушать то, что говорят книги, и делать так, как у них написано, вы получите проект, у которого нет своего лица. И читать его, и понимать его, и дальше развивать его будет не только неинтересно, но и зачастую проблематично. Давайте теперь посмотрим, собственно, на метрики, которые сегодня хотим изучить. У нас две метрики TCC и LCC. Две метрики, они были предложены давайте посмотрим, в 1995 году для оценки Cohesion у класса. Речь идет о ООП. Ну и давайте посмотрим, как они определили эту метрику. Значит, сначала они определили connectivity между методами внутри класса. И определили они ее так. Значит, существует direct connectivity, прямая connectivity и indirect connectivity. Значит, прямая connectivity между методами определяется from the class abstraction. Если существует один или более общих instance variables между двумя методами, тогда два corresponding метода directly connected. То есть, если у вас два метода в классе, и они одну и ту же переменную используют внутри класса, один и тот же атрибут, значит, они directly connected. Мы на прошлой лекции что-то похожее разбирали. Мы смотрели, что такое, как эти методы могут одну и ту же переменную или группу переменных использовать. Это directly. И второе, два метода connected через другие directly connected методы называются indirectly connected. То есть, если мой первый метод directly connected со вторым, а второй directly connected с третьим, то первый с третьим connected indirectly. Вот такая простая арифметика. А дальше они вводят метрики. Смотрите, как эти метрики определяются. Метрики у нас две. TCC и LCC. Сначала они считают, какое максимальное количество коннекшенов может быть между методами внутри класса. И они считают их по формуле n умножить на n-1 поделить на 2. Формула известная наверняка вам. Это количество возможных связей между всеми элементами некого множества. Если в множестве у нас, как здесь на примере слева, 4 метода, то всего возможно 6 связей между ними. 6. Других эта цифра определена. Если все методы представить, если точнее, вот у нас их 4, раз, два, три, 4, то связи между ними, сами понимаете, сколько. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Всего 6 связей. Какие-то из этих связей директ, какие-то индирект. По той классификации, которую мы только что слышали. Сначала считаем директ. Directly connected, оказывается, что их 4. Aria плюс fit, aria плюс resize, move плюс fit, resize плюс fit. Эти методы между собой directly connected. А эти две пары, area плюс move и move плюс resize, они connected indirectly. Например, area плюс move. Из area мы коннектимся например, в fit, а потом из move тоже в fit. Area плюс move напрямую не связаны, но area плюс fit, fit плюс move получается indirect connection. Думаю, все просто. А дальше считаем две метрики. Первая метрика TCC. Она предлагает нам поделить directly connections на общее количество. Получим 4 на 6. Первая цифра. И вторая цифра сложить и первое, и indirect, и indirect. И тоже поделить на общее количество. И получим единичку. Ну, предположение такое, я так понимаю, что NDC, если будет единицы, то у нас здесь тоже получится единица. И не больше. Если у нас единица, значит, что все методы между собой connected. А это хорошо. То есть все они используют одни и те же переменные. Так или иначе. Может быть, они не используют одни и те же, но они то есть не существует таких двух методов, которые бы не использовали хоть одну общую переменную.
Вот об этом эта метрика. Так, ну вот здесь еще комментарий интересный. Основная идея в том, чтобы самому в голове проводить подобный анализ каждый раз, когда мы пишем класс. Да, примерно для этого я вам это и рассказываю. Чтобы у вас в голове сформировалось понимание, что есть такая штука, как cohesion, и она важна. И когда вы будете писать класс, то у вас будет немножко какой-то колокольчик внутри звонить и говорить вам о том, что вот если бы сейчас пришла метрика TCC, то она бы показала низкие цифры. Ну и как-то это нехорошо. И вы должны себя останавливать и пытаться что-то исправить. Вот для этого. Конечно, вы не будете инструментом пользоваться, и, конечно, ваши коллеги-программисты тоже не будут вас слушать. Я вам скажу, что, на мой взгляд, сильно вредит Cohesion, это наследование. Наследование, и причем это вполне себе научный факт. Это мы из той же статьи 95 года, где предложены были эти метрики. Смотрите, что они показывают. Они говорят, что те классы, которые heavily reused via inheritance, то есть есть какой-то класс, и от него наследуются многие другие классы. Так вот, если от него многие наследуются, то у него cohesion будет ниже, чем у тех классов, от которых не наследуются. Вот такой вот интересный факт. Опять же, мы можем поспорить с тем, какое количество классов было проанализировано, но я думаю, что если вы сделаете свой анализ такого же рода, то вы, наверное, увидите что-то похожее. И на графиках они нам это показывают. Количество, сколько у него детей и значение той самой LCC метрики, которую мы знаем. Чем у него больше детей, тем хуже у него, чем ниже cohesion. То же самое с TCC и то же самое, это mean of TCC, это медиана TCC. Это mean LCC, медиана. В общем, неважно, какую не берете метрику, везде тренд один и тот же, все вниз. Чем больше наследников, тем будет у вас класс менее cohesive. Вопрос почему? Как вы думаете, почему так происходит? Берем класс, наследуем его раз, наследуем два, наследуем три, и потом берем другой класс, наследуем только один раз. Так вот, в первом случае, он будет менее cohesive. То есть у него начнет расползаться функциональность. Он начнет делать многое, вместо того, чтобы делать что-то одно. И тут только догадки могут быть, почему так. Потому что мы не можем знать точно причину, но мы можем предположить. Я предполагаю, что наследование, оно приводит к тому, что, вернее, наследование предполагает зачастую наследование не всего, что там есть. Мы берем какой-то класс, в нем 5 методов, мы его наследуем и начинаем использовать только 2 из них. Ну, потому что нам редко нужно так, чтобы мы все 5 унаследовали, все 5 были в активном использовании. Обычно наследование используется ошибочно. Обычно люди плохо понимают, зачем нужно наследование, и оно вообще в моем, как я его понимаю, оно вообще не нужно, и на курсе о объектно-ориентированном программировании это обсуждается активно. Здесь там подробно повторять не буду, но идея в том, что, конечно, наследование это вредный инструмент по реиспользованию функционала.